Друзья, приветствую всех. Расскажу вам сегодня одну очень занимательную историю. Американский президент Авраам Линкольн как-то вышвырнул из своего кабинета человека, который предложил ему большую взятку. На вопрос, почему это так вывело его из себя, он ответил: каждый человек имеет свою цену, и этот негодяй слишком близко подобрался к моей. Не знаю, почему так все возбудились по поводу последней социологии, где нашего президента подавляющее большинство граждан назвали ответственным за коррупцию во власти. Поговаривают, что в офисе эта новость произвела шоковый эффект, и якобы на зачистку очагов вредоносной социологии даже были отправлены спецслужбы. Не понимаю этого кипиша и всеобщего удивления. Ну, согласитесь, было бы странно, если бы граждане страны считали, что глава государства за коррупцию вообще не отвечает. А кто тогда? Но если бы страной управлял духовный лидер, то, наверное, претензий было бы меньше. Ну и страна была бы другая. Но в любом современном государстве, будь то Германия, Китай, ну или давайте Колумбия, коррупция есть, и прямая ответственность за борьбу с коррупцией лежит на власти. Вопрос, как власть к ней относится и что предпринимает. Можно делать вид, что ты не имеешь к этому отношения, но соцопрос четко ответил, что может и не имеешь, но точно за нее отвечаешь. У нас ведь уже был президент, который убеждал, что ці руки ничего не крали. Но проблема с коррупцией в стране от этого не решилась. Одна из причин, почему украинцы повесили ответственность за коррупцию на высшее должностное лицо, еще и в том, что проблему не решали на уровнях пониже. Я бы даже сказал, не только не решали, а наоборот упорно создавали. Нужно было собирать целый совет по нацбезопасности, чтобы разбираться с коррупцией в военкоматах или военных администрациях. А до этого что, 1,5 года об этом никто не знал? Просто по каким-то причинам этим никто не занимался. Создавали имитацию бурной деятельности, но по факту ничего не решали. За 1,5 года собрали деньги, теперь по факту все обнулили и всех подвесили за одно место. Что люди пишут по этому поводу в соцсетях, я думаю, всем известно. Лавочка закрылась, но лохотрон продолжается. Теперь закономерно, что ждут, когда начнут обелечивать по второму разу. Это ваша цитата. Коррупция была и будет всегда. Признаешь ты этот факт или нет? Давайте так, что когда Зеленский шел в президенты, украинцы не считали Порошенко ответственным за зашкаливающую тогда коррупцию? Считали. И это прямо сказалось на результатах выборов. Теперь, спустя 4 года, нерешенная проблема, по сути, набирает рейтинг и становится вторым вопросом, волнующим украинцев. Что, кстати, тоже зафиксировано соцопросами. Коррупция в Украине – это главный вирус. Он мутирует, появляются новые виды. Одновременно появляется масса противовирусных антикоррупционных органов. НАБУ, БЭП, ДБР, НАЗК, САП. Но эти все прививки обходятся нам все дороже. А заметного результата, заметьте, нет. Кстати, напишите в комментариях, много ли вы знаете за последние 30 лет, нет, давайте за 10, успешных случаев борьбы с коррупцией. Были ли громкие дела, кто-то из сильных мира сего сел надолго с конфискацией. Проблема в том, что самым жестоким наказанием для коррупционеров является не тюрьма, а увольнение и отстранение от кормушки. И таких примеров сотни. В одном из следующих видео я расскажу о том, как боролись и победили коррупцию в ряде стран. Например, в Сингапуре. И поверьте, дело там не только в Ли Куан Ю. Методов много. Но, как мне кажется, есть еще один очень важный фактор. Это наше отношение общества к коррупции, воровству и взяткам. Мы ведь очень с вами лояльные, добрые, быстро прощаем и все забываем. Нам все время кажется, что крадут чиновники не у нас, а у каких-то инопланетян. Многие не понимают, что коррупция – это недофинансированная медицина, непостроенные детские сады, плохие дороги, хотя как раз на дорогах стараются украсть чаще и больше всего. У нас осознание того, что крадут наши с вами деньги, пришло вот сейчас, во время войны, когда люди начинают сравнивать, а сколько можно было купить дронов, снарядов, амуниции и экипировать наших воинов. Хотя и на этом тоже умудряются воровать. За последние 1,5 года усугубились и ужесточились условия практически для всех. Мобилизация, запрет на выезд за границу, комендантские часы, условия работы для бизнеса. Все в дискомфорте. Но для тех, кто тырит во время войны, не поменялось ничего. Наоборот, у них золотое время. Я считаю, что за коррупцию, воровство в военное время должны быть крайне жесткие наказания. Вплоть до высшей меры. И с первого дня, не через год или через 2.
потому как это воровство и коррупция приводит к прямым потерям на фронте. Наши люди с первых дней войны и по сей день несут и сдают свои кровные, чтобы поддержать ВСУ. А разного рода должностей и званий, извините, упыри умудряются набивать карманы. Они ведь в частных разговорах даже не стесняются называть войну временем невиданных доселе возможностей. А это напрямую сказывается на доверии граждан к государству и правителю. Запущенный червяк недоверия и сомнений – это самая большая наша внутренняя угроза. Возвращаясь к началу, к этому соцопросу. Сделан ли он с каким-то умыслом? Уверен, что появился он точно не просто так. Коррупция – это одна из самых уязвимых болевых точек власти. Именно поэтому и коррупция, и борьба с ней становятся инструментом политической и подковерной борьбы. И мне кажется, что в ближайшее время мы станем свидетелями ярких событий, громких дел и разоблачений. Только вот никакого реального эффекта эта борьба не даст. Коррупция не пострадает. Мы вернемся к этой теме очень и очень скоро. Всего вам доброго.